Так, ну что, друзья, всем привет! Меня зовут Олег Еремин, и полагаю, что если вы зашли вот на это видео, то вы любите ловить форель. Или, по крайней мере, хотите научиться его ловить. Да, речную форель ловить совершенно непросто. Это абсолютно другая рыбалка, отличающаяся от ловли прудовой форели, радужной. Сегодня мы нацелимся именно на ручевую форель. Я расскажу, как ее ловить на маленьких речках. Хоть, в принципе, я рассказываю достаточно частенько об этом и показываю в своих видео. Кстати, рекомендую сразу подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. Но в каждом видео я рассказываю о каких-то новых нюансах, потому что, поверьте, их очень и очень много. И сегодня я буду использовать вот две вот такие вот палочки. О, уже блесна отошла, уже готова к бою. Один спиннинг и один нахлыст. И буду в зависимости от места выбирать правильную подходящую снасть. И буду вам рассказывать, почему я это делаю. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Будет много интересного. Поехали! О, видите, форель. О, вот она. Ух ты, что делает? Как это такую рыбу можно не отпускать? Да, кстати, вот еще одна причина, почему я ношу вейдерсы. О, ты смотри-ка. Вот смотрите, вот эта вот точка, она в принципе подходящая как для спиннинга, так и для нахлыста, да? Вот, потому что тут забрасывать в принципе удобно, сзади меня место есть. Вот, и самое важное — это точность заброса. Вот на форелевых речках это как бы альфа и омега, именно точность заброса. Вот, но так как здесь достаточно много спиннингистов проходит, и рыбка как бы знает эти искусственные приманки, то я буду ловить на спиннинг в самых недоступных местах. А вот в этой точке, где она уже знает блесны, я буду ловить нахлыстом. Не скрою, что я пока тут, пока готовился, я все-таки уже одну форель успел поймать нахлыстом. О, так. Я ловлю с поплавочком, так сказать. Это так называемый strike indicator. Вот. Поплавочек, который как бы показывает поклевку, да? И ловлю я на нимфу против течения. Многие ловят на короткую нимфу, есть такие любители. То есть короткая нимфа — это когда фактически вы ловите из-под ног. Но в этом месте она не подходит. Почему? Потому что здесь достаточно тихое тихое местечко. Вот. И форель просто, ну как сказать, испугается, если к ней близко подойдете. Вот. Поэтому я здесь попробую ловить именно на длинную нимфу. О! Вот она, сразу взяла, смотри-ка, а? Вот нужная точка. О, красавица. Красавица. Наверное, поклевку не было видно на таком расстоянии. Но, тем не менее, видите, забросил в правильную точку и поймал рыбку. Сразу обратите внимание на расстояние между этим поплавочком и приманкой, так сказать, мушкой. Где-то сантиметров 70-80. Это в зависимости от глубины ставится, от силы течения. Вот какая красотка. Ну-ка, покажись. Не бойся, все хорошо, я тебя отпущу. Так. Да не бойся ты. О. Да? Идеальная мушка зашла. Вот за краешек губы поймалась рыба. О. Смотрите, какая красивая. Как это такую рыбу можно не отпускать, жарить на сковороде? Не понимаю. Вот, ребята. Так что давайте пойдем дальше, потому что на таких точках, как правило, форель там по одной, по две штуки бывает. Здесь я думаю, что уже ее распугал. Ну, судя по тому, как темнеет небо, может даже дождик пойти. А я, естественно, куртку оставил в машине. Ну ладно, ничего страшного. Когда весной промокнешь, что лучше расти будешь летом. Вот. Сейчас делаю обалденное видео по фидеру, больше часа длиной.
Потому что я там ловил с одним чемпионом, таким Европы. Он мне очень много интересного рассказал, показал. Но приходится все переводить, поэтому ждите, обязательно скоро будет. А может быть, некоторые из вас уже его и найдут на канале, когда это видео посмотрят. Вот, кстати, меня многие спрашивают, на каких водоемах я ловлю. Смотрите, ну, рыбаки, они такие, то есть мы такие. Мы не любим точки свои раскрывать, но обращайте всегда внимание на характер водоема, потому что все реки форелевые, в принципе, они похожи, и у всей форели похожее поведение. Поэтому, если я вам показываю какой-то участок, он вот, ну, обязательно будет на какой-то другой речке, может быть в ваших краях. Поэтому обращайте скорее внимание именно на тип водоема, на характер течения, на места, где я ловлю. И просто повторяйте. И да будет вам сопутствовать удача. Вот здесь тоже очень похожая точка. Но тут я выберу спиннинг, потому что за мной ветки висят. И неудобно забрасывать нахлыст. Вот смотрите, ловить я буду на вращалку с одинарником и вольфрамовым сердечником, чтобы быстрее летал, как говорится, дальше и погружался хорошо. Ну и, конечно, со своим любимым мультом и вот байкастинговой палочкой. BFS — это Bite Finesse System, как говорится. Вот. Сейчас попробую сначала ближе, да, ловить, а потом немножко дальше. Вот так вот веерочком, как говорится, раскидаю. Место очень перспективное. Надеюсь, что моя болтовня, она рыбу не особо распугает. Потому что, конечно, голос мой слышно не только вам, правда? Но еще и рыбе. Так. И вот сейчас заброшу прямо в тот там уточек. Смотрите. Вот вон туда, вот так. Вот так вот. О, видите? Видите? Форель. О, вот она, вот она. Ух ты, что делает? Она думает, что это насекомое, прикиньте. Так. Ну-ка, давай, попробуй еще атаковать. Меня спрашивают, сколько нужно на одной точке ловить, чтобы поймать, клюет рыба или нет. И вообще, есть ли она там или нет. По моему опыту могу сказать, что достаточно 5-6 забросов. Да? То есть, если вот такое вот местечко небольшое, то вполне достаточно сделать 5-6 забросов, чтобы поймать, если рыба, понять, если рыба активная или нет. Вот так вот хороший заброс получился. Вот. Тут мелковато, конечно. Еще последний забросик. Так. Вот. Нет, рыбы нет. Поэтому спокойно идем дальше. Вот я сколько потратил? Минуты 3, наверное, да, на эту точку. И вот так нужно все точки облавливать в таком темпе. Вот смотрите, я мог бы здесь пойти по воде. Правда, мог бы? Ну да, мог бы, конечно. Но удобнее же так, по прямой. Не нужно на берег забираться. Но, естественно, я всю рыбу абсолютно распугаю. Потому что вот эти вот камешки, которые я буду переворачивать ногами на дне, ветки, которыми я буду щелкать, опять же, хрустеть, вот, и так далее, оно очень хорошо все в воде передается. Вот, поэтому рыба, она услышит как бы на дальнем кордоне о моем присутствии и просто либо смоется, свалит, короче, либо просто клевать не будет. Вот, поэтому я обойду аккуратненько место это по берегу, и вот там такой вот мысочек есть, с него я покидаю, опять же, против течения. О, была поклевка, рыба обернулась. О, вот она. Вот она. Небольшая тоже. Даже не буду использовать подсак, просто намочу себе руку. Вот. Это тоже возможно, потому что когда рука мокрая и холодная, то рыбу вы не повреждаете. Главное не сдавливать ее. Ребята, смотрите, как взяла тоже аккуратненько за краешек. Ну, все. Плыви, позови папу, маму, лучше дедушку. Оп. Отлично. Вот, кстати, абсолютно не страшно, если приманка падает на другой берег, фактически, да? Потому что форель часто стоит вот совсем рядом
с другим берегом. Вот уже все, место испортил. Форель стоит рядом с другим берегом, да, и когда приманка просто сползает в воду, сказать, она ее меньше пугает. Вот. Опять же, если она сильно зацепится, то у вас вейдерсы есть, ее освободить, правда? Ладно, место испортил сейчас сразу. Пойду все-таки подальше немножко попробую. Да, кстати, вот еще одна причина, почему я ношу вейдерсы. Это не только освобождение приманок, вот, зацепов, но еще и клещи, потому что, естественно, на природе клещей достаточно бывает. Вот, и они к вейдерсам как бы не любители приставать, поэтому, в принципе, у меня вот за прошлый год не было ни одного клеща, хотя вот такие вот лазилки устраиваю достаточно часто. Поэтому и вам советую тоже на таких вот маленьких ручьях использовать вейдерсы, да, не просто сапоги резиновые, а именно вейдерсы. О. И кто же нас тут поймался-то, а? Смотри-ка, голодный хариус. Голодный хариус поймался, а? Я видел, что они здесь собирают насекомых. Тихо, тихо, тихо. Маленький, но красивый. Давай-ка иди сюда. Тихо. Да что ж такое-то? Вот рыбу важно очень не тискать, да? Вот он прыгает, мается. Ну, пусть попрыгает. Вот, спокойно. Да что ж такое-то? Вот ты упорный, а? Вот. Поднимаю вот так вот и показываю. Ну, красавец же. Вот как раз на вращалочку. Так. Так, и в воде его аккуратненько отпускаем. Вот не дается. Давай, плыви. А может быть, здесь будет и второй хариус? Должен же какой-то быть, правда? А может и не будет. Ну, пару контрольных забросов. О, он, поклевка была. Смотри-ка. Вот он, вот он. Вот он, прям клюнул вот здесь вот. И уже этот покрупнее. И уже этот покрупнее, смотри-ка. Надеюсь, что увидели поклевку. Вот это уже поинтереснее немножко. Хариусочек, смотрите какой. Ох, красавчик, а. Он и плавничок показывает. Ой, молодец. А вы обратили внимание, друзья, на позицию, с которой я поймал хариус? Это было фактически, я бросал вниз по течению, да, и буквально в 3 метрах от себя. Форель бы мне такую оплошность точно не простила, потому что, особенно форель покрупнее, она очень осторожная. И ну, она не подпустит на такое расстояние, к тому же, чтобы она меня видела. А хариусу, как говорится, наплевать. И часто у меня такое было, что я ловил хариуса нахлыстом на нимфу, на короткую, прямо из-под ног. Вот с форелью этот номер, как правило, не проходит. Очень интересное место и очень красивое. Посмотрите, какая скала. Обалдеть. Я прям начну вот здесь вот, таким вот веерочком забрасывать. А может и здесь форель стоит, да, недалеко прямо. Кто ее знает. И вот так вот немножко дальше делать забросы. Почему я так делаю? Почему я не сразу кидаю далеко? Все очень просто. Потому что вот представьте, я поймаю форель на дальней дистанции и буду ее тащить к себе. Что случится с рыбой, которая стоит ближе ко мне? Ну, естественно, она распугается, правда? И уже клевать не будет. Вот, поэтому я предпочитаю забрасывать сначала ближе, если точка перспективная, а потом уже дальше. Вот хороший забросик. Ой, хороший. Так. Но рыбы, как ни странно, здесь тоже, похоже, нету. В этой точке. Хотя она очень интересная. Так. О, поклевка была. Да что ж ты будешь делать-то? Смотри-ка, по-моему, хариус балуется. Судя по всему. О, есть. Есть. Что это такое у нас? Смотри-ка, хариус. Опять хариус. Сегодня какое-то хариусовое раздолье. Так. Опять маленький, но хариус. Давай-ка плыви. Что ж такое-то? На хариуса перешел. О,
Ты смотри-ка. Ты смотри. Взял прямо под вершинкой. Этот уже товарищ заслуживает подсака. Оба. Да. Прикольно. Харюзик. Вот так-то. Тоже небольшой. Ну, пожалуйста, вот. Харюс на вращалку. Вот приколистый, однако. Плыви. Ну что, друзья, вот как обычно это бывает, как только я перестал снимать на GoPro-шку и решил записать какой-то шортик, как я хариус ловлю там на вращалку, да? Ну, поймал хариуса, классно, записал шортик. А следующая поклевка форель грамм на 800. Вот, у меня тоже обязательно на канал его выложу, поэтому посмотрите. Но это вот шортик, именно короткое вертикальное видео. Вот так вот бывает. Рыбалка — это непредсказуемая вещь. Вот, так что, знаете, что сделаем? Давайте на сегодня мы нашу прогулку закончим, потому что мне уже в город надо ехать по делам. Ну, такое бывает, сами понимаете. Рыбалка не бесконечна. И продолжим уже чем-нибудь интересным и на другой речке в следующий раз. Как вы на это смотрите? Если вам это видео понравилось, то поставьте палец вверх, а фото форели я прикладываю. Всего вам доброго, всем пока.